Всем привет! Меня зовут Крис, и некоторые меня знают, некоторые еще нет. Вы можете меня найти в Инстаграме, я там достаточно активна. На Ютуб я пришла недавно и хочу с вами поделиться своими мыслями о том, как начать свой путь в профессию UI UX дизайнер. Ну, либо веб-дизайнер, как вы уже все привыкли слышать, наверное. Да, ну, еще можно сказать дизайнер продуктов, если уж раз начать эту тему. Но суть в том, что в принципе, профессия UX-дизайнер, да, она появилась достаточно давно. Вы ее знаете как именно веб-дизайнер. Итак, с чего вообще начать свой путь? Ну, конечно, все слышали о том, что нужно сперва открыть там какой-нибудь мануал, да, на тему, как стать веб-дизайнером. На самом деле, первоначально нужно понять вообще, то есть из чего состоит сайт, зачем нужны сайты, да, как таковые, то есть зачем мы их делаем. Вот. И, конечно же, открыть там какой-либо редактор, то есть это либо Photoshop, если вы выбираете сложный путь, что я рекомендую, либо Figma. Но тут уже как бы каждому свое, да. Я люблю Photoshop, и я считаю, что путь в профессию веб-дизайнера начинается прежде всего именно с фотошопа, потому что это одна из самых сложнейших программ, да, в нашей жизни, которые вы столкнетесь, вот. И без фотошопа, к сожалению, в ближайшие там, наверное, лет 10 вы никуда далеко не уедете. То есть, определенного уровня фигмы вам будет мало, и вы начнете, скажем так, понимать, что вам необходимо что-то большее, да, чем просто двигание прямоугольника в фигме. Вот. Но веб-дизайн — это не только визуальная его часть, но еще и аналитика пользователя, аналитика, как вообще происходит продажа на сайте, да, понимание, как пользователь взаимодействует с сайтом, вот, и многое-многое другое. Давайте все по порядку. Первым делом, что нужно изучить, это нужно открыть редактор, конечно, да, и изучить основные его способы как бы применения. То есть, начать перерисовывать, скажем так, готовые сайты с нуля, да, то есть берете готовый сайт и начинаете его перерисовывать. Вот. Таким способом вы набьете руку, то есть у вас будет какое-то определенное, скажем так, понимание, как уже строится сайт, какие размеры элементов должны быть. Вот. Я рекомендую сразу начать изучать модульные сетки, то есть, допустим, 12-колоночный Bootstrap, да, вот, и начать рисовать, повторять за ними. Вот. Если вы начинаете свой путь без каких-либо курсов. Далее, после того, как мы прошли стадии изучения редакторов, мы изучаем вообще, зачем нужны сайты. То есть это взаимодействие пользователя, это аналитика пользователя, аналитика как бы то, с какие пользователи бывают, психология пользователя, то есть определенных групп возрастных, определенных статусов человека и так далее. То есть это все вместе, оно в совокупности дает веб-дизайн. То есть когда вы заходите на сайт, то есть вы пользователь, пользователь сайта. Вы заходите на сайт, и вас уже посчитали. То есть, скажем так, о вас навели справочки, то, что вы там, допустим, ну, если это захожу я, то я там, допустим, девушка, мне 27 лет, да, вот, я интересуюсь там веб-дизайном. Меня уже посчитали, меня как бы в эту статистику включили, вот. И я, допустим, являюсь целевым, ну, целевым как бы клиентом данного сайта. То есть, если, допустим, это сайт курсов по веб-дизайну, ну, условно, вот. Я захожу на сайт, меня посчитали, и сайт, должен быть направлен на меня. То есть, там должно быть все, что необходимо мне. То есть я, допустим, ищу курс, где меня там научат чему-то большему, чем я умею, да. Ну, допустим, пусть будет UX. Вот я ищу курс по UX, соответственно, я ищу курс по аналитике, вот, и начинаю все это смотреть. То есть преимущества курса, отзывы курса, ну и тому подобное, то есть программа, что важно на этом сайте. Вот. Это все, это аналитика, это UX, то есть, то, как расположены эти элементы, то, как, написан текст, то, как там, допустим, построено УТП — это уникальное торговое предложение. Все это вместе — это UX в чистом виде. Вот. А веб-дизайн у нас состоит из UX — это вот именно эта аналитическая часть,
и UI — это визуальная часть, вот. Соответственно, если вы выучили редактор, вы умеете хорошо, грамотно сделать визуал, да, ну, допустим, вы знаете, как, сделать коллажирование, да, то есть Matte Paint — это больше, чем коллажирование на самом деле, но это если вы это выучили, вы это круто. Вот. И, соответственно, то есть, стадии. То есть мы сначала повторяли, изучали основы, потом мы в дальнейшем изучали редактор, изучили, что такое аналитика сайта, да, изучили взаимодействие пользователя с сайтом. Вот. И после этого, в принципе, вы уже можете как бы делать, начать свои проекты, то есть, чтобы вам выйти, скажем так, на фриланс, либо вам найти работу где-то удаленно, да, либо найти работу в офисе, вам необходимо портфолио. То есть любому веб-дизайнеру необходимо портфолио. Как это портфолио сделать? То есть, когда вы только начинаете свой путь, конечно же, вам сложно, то есть вы заходите, смотрите портфолио других и понимаете, что вам такого уровня, ну, либо такую работу сложно придумать. Что с этим делать? Давайте разберемся. Первым делом, чем можно заполнить свое портфолио, это редизайны известных сайтов. То есть вы берете любой сайт и просто редизайните его, делаете кейс на Behance, там, допустим, либо ну, на другой, любой ресурс, который вам нравится, и выставляете его там. Соответственно, несколько, там, 3-4 кейса у вас будет редизайнов, это уже будет определенный плюсик кармы. Далее, с чем еще можно заполнить портфолио? К примеру, если вы хотите делать сайты, связанные с тематикой бьюти, да, вот, хотите получать заказы именно на них, то я рекомендую сделать, концепт. Ну, то есть, допустим, нереальный проект, выдуманный вами концепт, именно вот на данную тематику, то есть ту тематику, которой вы хотите получить заказ. Вот. Это второй способ, как заполнить портфолио. Третий способ. Идете на бирже фриланса и ищите конкурсы. Обычно в конкурсах размещают достаточно полные ТЗ, да, вы можете их посмотреть, вы можете как бы и даже поучаствовать в этом конкурсе, вот. И плюс в эту работу, если ее, конечно, не примет заказчик, если ее примет заказчик, то еще лучше, вот, вы можете выставить себе в портфолио. То есть, соответственно, вот 3 категории, которые вы можете выставлять в портфолио. Это редизайн существующего сайта, это концепты ну, концепции, то есть полностью ваш дизайн на тематику, которая вам интересна. И участие в конкурсах, то есть задания, выполненные по реальным проектам. Вот. Как-то так, я думаю, мы обсудили все аспекты, связанные с началом работы веб-дизайнером, то есть UX-дизайнером. Если у вас есть какие-то вопросы, задавайте их в комментариях. Также подписывайтесь на мой канал и ставьте лайк обязательно. Всем спасибо!